Всем привет! В этом видео я покажу вам 5 игр о Человеке-пауке по фильмам. Ну что ж, поехали! Первая игра из этой серии основана на первом фильме о Человеке-пауке с Тоби Магуайром. И называется она Spider-Man The Movie. Она выпущена в 2002 году. Конечно, качество графики оставляет желать лучшего, но все же для игры 2002 года, думаю, это простительно. В самом начале мы начинаем играть за Питера в его самом первом костюме. Это очень круто. В принципе, игра имеет сюжетную линию, а также новых злодеев, таких как Шокер или же Стервятник. В игре есть свои нелогичности, как, например, когда летаешь на паутине, то вам не нужны здания, чтобы цепляться за них. Паутина цепляется напрямую к небу. Также обидно, что отсутствует возможность свободного перемещения. Вы постоянно ограничены миссией. Однако, самым большим плюсом этой игры, как для меня, была система комбинаций и всяких спецприемов, что делает игру гораздо интереснее. А также в игре уже имеется режим скрытности, то есть в темноте враги вас не видят, и вы можете проходить некоторые миссии скрытно. Так что на тот момент это была очень достойная игра, ну а истинные фанаты могут и сейчас в нее поиграть. Следующая игра основана на фильме Человек-паук 2. Именно эта игра стала той, которую я перепроходил очень много раз в детстве. Она имеет несколько достоинств по сравнению с предыдущей. Во-первых, после прохождения мы имеем возможность свободно гулять по городу. Во-вторых, в этой игре есть, скажем так, маленький азарт в виде маленьких разноцветных паучков, которые мы можем находить в разных местах во время игры, а также поиск преступников, которые сбежали из тюрьмы. Сейчас это кажется смешным, но в детстве я реально хотел найти всех паучков и поймать всех преступников. В этой игре паутина уже не цепляется к небу, а цепляется к специальным паутинкам, которые висят в воздухе. Так что полеты на паутине ограничены количеством этих самых паутинок. Но, к сожалению, в игре отсутствует система комбинаций. Все удары осуществляются с помощью мышки и плюс пробел для уклонения. Также в игре есть режим адреналина, который убивает врага с одного удара. Игра довольно интересная. В ней присутствуют такие злодеи, как Носорог, Мистерио, Пума и, конечно же, Доктор Октавиус. В 2007 году выходит следующая игра о Человеке-пауке, которая основана на третьем фильме «Человек-паук. Враг в отражении». На мой взгляд, это самая лучшая игра о Человеке-пауке на данный момент. Да-да, именно на данный момент, потому что она имеет огромнейшее количество плюсов. В нашем распоряжении находится весь Манхэттен. Вы только посмотрите на эту карту. В игре теперь все стало абсолютно логично. Паутина цепляется только за здания. Система боя была кардинально изменена. Да и сама игра стала в разы интереснее по сравнению с прошлыми версиями. В игре отсутствует какое-либо главное меню. С одной стороны это хорошо, а вот с другой плохо, потому что вы сможете пройти игру только 2 раза за обычного Человека-паука и за Человека-паука в черном костюме. Так, давайте обо всем по порядку. Во-первых, игра сделана по фильму, но в ней есть очень много различных миссий с самыми разными злодеями. Город раздирают между собой 3 банды – Апокалипсис, Сладкая Отрава и Драконохвостые. Помимо них, в игре мы будем сражаться с большим количеством других злодеев из вселенной Марвел. Новый Гоблин, Песочный Человек, Веном, Ящер, Крейвен, Носорог, Кингпин и даже Скорпион. Полеты на паутине стали гораздо реалистичнее и интереснее. Вы можете летать как на одной паутине, так и на 2, ускоряться или замедляться, бегать по стене и так далее. Графика в игре довольно хороша. Вся эта дымка от люков канализации, облака передают атмосферу Манхэттена, и это просто великолепно. Итак, теперь рассмотрим систему боя.
Что же тут добавлено? Во-первых, система комбинаций. Для меня это практически самое важное. Это же так круто, когда ты руководишь своим персонажем, когда именно ты решаешь, как он ударит и что сделает. Играть становится гораздо интереснее. Также добавлена такая штука, как рефлексы. Смысл ее в том, что когда вы используете их, то время замедляется, и Человек-паук может контратаковать. Это же потрясающе! Так по сути должно быть. Также есть возможность использовать паучье чутье. В прошлых играх этого не было. Очень интересная идея с миссиями. Вы сами выбираете, какую миссию вы хотите пройти, будь то прогулка с Мэри Джейн или же безумный подрывник. Кстати, в игре появились бомбы, которые вам необходимо будет обезвреживать. Это достаточно интересно. Также тут есть специальные миссии, связанные с фотографиями. Тоже достаточно интересная задумка. Про эту игру можно еще очень много всего рассказывать, но если вы играли в нее, то вы меня понимаете, а если нет, то поиграйте. Вы об этом точно не пожалеете. Следующая игра вышла в 2012 году, и называется она «Новый Человек-паук». На самом деле, эта игра сделана не по фильму, однако же она является эпилогом фильма «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом. События в игре происходят после нескольких месяцев от тех, которые были в фильме. Итак, что же можно сказать про эту игру? Она имеет достаточно интересный сюжет, связанный с гибридным вирусом, который охватил весь Нью-Йорк. Какие есть плюсы в этой игре? Интересный сюжет, открытый мир, размер зданий 1 к 1, неплохая графика, а также возможность выбирать себе костюм. На этом плюсы заканчиваются. Система боя довольно скучная и не представляет никаких трудностей. Полеты на паутине тоже довольно странны. Все до такой степени размывается, что невозможно понять, где ты находишься. Также тут есть перечень способностей, которые можно прокачивать и приобретать на протяжении игры. Сама сюжетная линия не очень большая. Игру реально пройти за один день. В общем, я бы сказал, что это игра на один раз. Последняя игра по фильму «Новый Человек-паук 2» вышла в 2014 году. Хотя на самом-то деле в этой игре практически отсутствует сценарий из фильма. Все начинается с того, как умирает дядя Бен. Битва против Электро и Гарри Осборна занимает всего лишь по одной миссии и не имеет особой зрелищности. В принципе, все то, что я сказал о прошлой игре, можно отнести и к этой, хотя тут есть несколько улучшений по сравнению с прошлой версией. Во-первых, улучшены полеты на паутине. Теперь мы имеем возможность выбирать руку во время полета, да и сами полеты по сравнению с прошлой игрой стали лучше и красочнее. Графика находится на хорошем уровне, немного мультяшная, но это добавляет игре красочности. Также еще одним нововведением является статус Человека-паука. Если говорить просто, то это то, как относится к вам общественность. Если вы будете игнорировать людей, которым нужна помощь, то они будут хуже к вам относиться, и вас начнет преследовать спецгруппа. Не знаю, хорошо это или плохо, но это хоть как-то разбавляет жиденький игровой процесс, хотя иногда и достаточно мешает. Система боя так же проста, как и в прошлой игре. В игре присутствуют такие злодеи, как Крейвен, Кингпин и даже Карнаж. А в конце игры нам показали Хамелеона, как бы намекая на следующую часть игры. Кстати о ней. Сейчас в разработке находится новая игра про Человека-паука. Судя по трейлеру, это будет отличная игра, но я все же очень-очень-очень надеюсь, что она будет как можно сложнее. Ну или хотя бы добавит систему комбинаций. Вот серьезно, смотря на последние игры, такое чувство, что разработчики хотят сделать игру как можно проще. Я думаю, что это неправильно. Ну вот в принципе и все игры про Человека-паука по фильмам. А если же вам понравилось это видео, ставьте лайк, и тогда я буду делать больше подобных видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.